Давайте сразу настроим наш вайб. Мы не будем говорить о минимализме в поверхностном слое восприятия. Что многие из нас с ужасом представляют себе, когда слышат слово «минимализм». Ассоциации со словом «лишение», «ограничение», может даже фанатичная аскеза. Сразу всплывают картинки и легендарной бочки, в которой жил и вроде как вполне счастливо древнегреческий философ Диоген. Теперь же сделаем квантовый прыжок во времени и пространстве метафор от Древней Греции к современной физике. Минимализм, он как лазер. Мы можем сконцентрировать нашу деятельность во многие вещи строго мощным лучом внимания. Чистая физика из детства. Все мы когда-то, а кто-то и сейчас, бывал в деревне, на даче и поливал свои плантации из шланга. Так вот, в моем восприятии минимализм — это как концентрированный полив лишь тех плодов, которые для нас по-настоящему важны и делают нашу жизнь лучше, ярче и счастливее. То есть в нашем саду может расти все. И розы, и сорняки. Но мы ведь не будем поливать и целенаправленно удобрять сорняки. Здравомысленно мы отдаем все наше предпочтение во внимании, времени, более благородным садовым культурам. Сорняки вырастут и без нас в нашей жизни. Так уж устроены уловки дьявола, что сорняки без устали взрастают то тут, то там, успевай только выкорчевывать. Вот только наша задача вряд ли состоит в том, чтобы приходить им на помощь, помогая зарасти нашему красивому бонсайскому саду. Не так ли? Давайте сразу договоримся о нашей системе координат. В этом эпизоде мы будем говорить в атмосфере «минимализм — это не больше, чем достаточно». Ровно столько, сколько нужно. Внутри этого радиоэссе мы переплетем два контекста минимализма. В одном из них мы поговорим о материальном минимализме, то есть о вещах, их важности и/или бесполезности в нашей жизни, также о вещах как инструментах. И с другой стороны, обращу пристальное внимание на минимализм нематериальный и почему минимализм как в материальном, так и в неосязаемом проявлении безмерно важный подход, но при этом минимализм в неосязаемом на самом деле наш клондайк. Обладая немногим, мы обладаем всем. Всем огромный, добрый и бодрый привет. Меня зовут Егор Колесник, я белорус, сценарист, атлет и стоик. И все так же автор соло-подкаста «Четверть дыма», в котором мы разговариваем о тех сторонах нашей жизни, без которых нам не жить. Сегодня говорим о том, почему меньше на самом деле означает больше. Начну с личного контекста, чтобы нам вместе влететь в атмосферу эпизода. Называю себя минималист с переменным успехом, признаюсь. Потому назидать никого не стану, просто, возможно, вы узнаете себя в моем рассказе. Есть японское слово «цундоку». Означает оно «собирательство книг». Думается, мы тут со многими узнаем друг друга. Цундоку — это искусство накапливания книг, дословно книжное накопительство или накопительство для чтения. Сейчас такое нечасто встретишь в домах молодых людей, но у меня в Минске есть полноценная библиотека с несколькими сотнями бумажных книг. Надеюсь, среди вас тоже есть такие последние из магикан. Но стоит все же отдать должное, читаю я и правда очень-очень много, даже для читающего много человека. Есть такой термин «библиофилия». Означает увлечение книгами со знаком плюс, подразумевая любовь и уважение к изданиям. Если вы такой же сектант бумажных книг и перед прочтением очередной из них наслаждаетесь ароматом книги, гладите ладошкой ее нежные страницы и наслаждаетесь тактильностью твердой обложки, обнимаю. Но отдельная трагедия для нас с вами вот какая. Как-то я увидел текст, который вносил печальный вердикт, сколько книг нам осталось прочесть до конца жизни. Мое сердце было разбито. В лучшем случае для каждого из нас это пару сотен. Одна из немногих мотиваций, по которым хотелось бы обрести бессмертие, какое-то было бы счастье всю жизнь читать. Отдельный эпизод про волшебство книг тоже будет, знаю, что многие из вас его очень ждут, но вернемся к нашей теме минимализма. Просто моя библиотека — это хороший пример, который некогда дал мне сигнал и в отношении других обладаний, назовем это так. Заботливое строительство собственной библиотеки, пусть даже там будет всего
300 книг, история исключительно приятная на долгом отрезке времени. Но как же много и без переговоров показала мне эмиграция. Когда тебе нужно взять в охапку любимого пса, рабочий комп и всего несколько рюкзаков, а туда запаковать всю свою жизнь. После ты осознаешь важные инсайты. Например, что без многого барахла не просто нужно, но даже можно комфортно жить. Сейчас я не про книги, книжечки, книжули, конечно, а про вещи, которые в наших домах просто вещи. Мне в этом плане безмерно нравится мысль, часто проговариваю ее себе, когда, как мне кажется, мне чего-то не хватает. Это метафора того, что все самое важное мы всегда носим лишь внутри самих себя. Очень глубоко копнул эту фразу, уверен, не поверхностно осмыслите ее и вы. Звучит она так: в степи, вдали от Рима, я раскинул шатер, и он стал мне Римом. Первое и, пожалуй, основное правило минимализма, которое я выработал из собственного наблюдения: одна задача, один инструмент. И тонкий момент. Как мне кажется, минимализм — это не выбор чего-то посредственного, что просто будет закрывать потребность, залатывать ее. Вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, должны приносить удовольствие при соприкосновении с ними, и не только от физического контакта. Минимализм — это про выбор лучшего из многих разнообразных вариантов. Думаю, в каждого из детей нулевых врослись эти правила из детства, когда есть праздничная одежда, то есть одежда на выход, и повседневная одежда. Чаще всего она переходила в этот статус как раз-таки, когда уже под праздничную не совсем тянуло. Так вот, зачастую бывает так, что праздничная, давайте на примере одежды, надевалась пару-тройку раз в год, а потом непрекаянно висела в шкафу и как бы издалека радовала нас только обладанием ей, но не тем самым соприкосновением. И в итоге потом мы либо вырастали из такой одежды, либо вещь выходила из моды. Помню, у меня был период, когда разные кроссовки получали свое амплуа под разные моменты в жизни. И зачастую свои лучшие кроссовки я надевал нечасто, потому что у меня были другие обычные кроссы, в которых было практично просто хаслить где-то по городу, по делам, на съемке, на тусовках, неважно. А другие крутые кроссы стояли для каких-то особых моментов. К счастью, вовремя осознал, что это был ошибочным подходом. Вся наша жизнь и есть особый момент. Момент, который может оборваться в любую секунду. А кроссы так и останутся непыльными в коробке. Потому теперь, когда в дождь надеваю свои белые летающие Nike, не испытываю ни малейшего страдания. Жизнь слишком коротка, чтобы не носить белые кроссовки по лужам, если это приносит тебе удовольствие. Минимализм в моем понимании — это про то, чтобы не откладывать свою лучшую жизнь на потом, на вечное завтра, на праздничный выход. Его не будет впереди, он и есть прямо сегодня. Потом будет только сосновый Макинтош. Я, конечно, хотел бы, чтобы меня похоронили в белых найках, но в поношенных белых найках, пожалуйста. А теперь, после лирического отступления, к практике. При выборе любой вещи используйте простой, но практичный лайфхак. Делюсь. Разделите сумму покупки на предполагаемое количество раз, которое вы планируете этой вещью пользоваться. Все. Вопросы отпадут мгновенно. Давайте на пальцах. iPhone за 1000 евро, которым мы пользуемся каждый час, условно стоит евро в сутки за аренду, если вы меняете телефон адекватно, раз в несколько лет. На контрасте с этим, я считаю, самой нецелесообразной покупкой, тоже как метафора, это роскошные костюм и платье на один выпускной вечер. Понимаю, что это не лучший пример с точки зрения эмоциональности такого значимого события для школьника, но здесь важно само сравнение, вы считали его. И снова же, вы, ребята, мудрые и подхватите. Я категорически против превращать всю свою жизнь в тотальную аскезу. Я обожаю пить кофе из разных ярких кружек. Не обязательно иметь дома один стакан и для воды, и для утреннего кофе, и для ромашкового чая по вечерам, а потом туда наливать глинтвейн в романтический рождественский вечер. Всякие приблуды для уюта, свечки, благовония, постеры мотивационные на стенах. В минимализме просто каждый
каждая вещь имеет а. смысл и б. работает как инструмент для той или иной задачи. Если что-то просто носит функцию радовать ваш глаз и чувствовать себя приятно, не отказывайте себе в этом. Всегда оценивайте, но честно перед собой, делает ли этот предмет мою жизнь лучше или он один из. Вы сами управляете своим взглядом на минимализм. В этом и заключается его и мощь, и прелесть. Минимализм гибкий. В этом и есть его выгодное отличие от всегда бесконечного потребления. Один предмет, одна задача. На примере. Я атлет и много бегаю, это в среднем каждый третий день, чуть больше 100 километров в месяц. И у меня текут слюни от новых моделей беговых кроссовок с такими офигенными дизайнами и пестрой расцветкой, что неудержимо хочется на каждую пробежку надевать разные или чередовать хотя бы. Но нет, есть одни кроссовки для летнего бега и одни для зимнего. То есть разница в них — разный протектор на подошве для безопасности на дистанции. Это их функционал. Все, каждая пара беговых кроссовок — это один инструмент. Одна задача, один инструмент. Это база. А сейчас важный блок о мощи неосязаемого минимализма. Все знают уже легендарную историю черных водолазок Стива Джобса, его одинаковые джинсы и серые кроссовки New Balance. Потом этот стиль в одежде стали перенимать многие SEO техногигантов и не только. Там есть много нюансов имиджа таких людей, как одной из частей выстраивания личного бренда, но я не об этом хочу с вами поговорить. Итак, неожиданно мы переходим к тандему минимализма и силы воли, а точнее к ресурсу воли. Причем здесь минимализм? Представьте, что в начале каждого утра нам дают стакан воды, чтобы мы могли на протяжении всей дистанции дня утолять жажду. Так вот, этот стакан воды и есть ресурс силы воли в каждом нашем дне. У нас у всех есть ресурс на волевое принятие решений. Если без оговорок, таких как клиническая депрессия или других нюансов, связанных с гормонами и системой вознаграждения в мозге, то за ночь, когда мы хорошо спим, ресурс воли восполняется, и на следующее утро мы вновь готовы действовать. Но если вы собираетесь утром на работу и полчаса стоите у зеркала и не можете определиться, какую кофточку надеть, помните, зафиксируйте эту метафору. Сейчас вы человек, который расплескивает свой стакан воды, зная, что вечером ему заканчивать день, идя через пустыню. Ментально-волевую пустыню. Я не гребу всех, понимаю, что люди разные, кто-то может со скрежетом на зубах вытянуть финиш дня с туманом в голове, но зачем изматывать свою менталочку, если лучше стратегически разложить этот ресурс воли равномерно для каждой задачи на протяжении долгой дистанции дня. Одинаковые водолазки Стива Джобса — это лишь один из грамотных маневров сохранения воды в стакане для более важных волевых решений в каждом сложном дне. Невероятное количество энергии тратится человеческой психикой на выбор, а ситуаций, когда нам следует делать выбор, в каждом дне сотни и тысячи. И минимализм помогает нам сохранять эту энергию для более качественных решений, избегая растраты ресурса на мелочи, вроде той, что мне надеть сегодня на работу. То есть почему самые сложные дела делать, а решения принимать в первой половине дня? У нас еще есть запас ресурса воли. И если вы поставили задачу, которая требует от себя волевого решения, выбора, то невероятно велик процент, если задача или выбор будет стоять ближе к вечеру, они станут нам не под силу из-за прокрастинации или лени. А прокрастинация и лень — это как раз-таки стратегический ход мозга для сохранения нашей энергии и ресурса воли, который уже на исходе. Простая мораль. До обеда легче делать вещи сложные, после обеда сложно делать вещи простые. В этот контекст я докину термин «съешь лягушку с утра», многие из вас слышали о нем. Приучите себя делать самые сложные и неприятные дела перво-наперво.
Потому что прокрастинация – это сопротивление. А от чего заправляется сопротивление? Разве оно бесплатно для нашей ментальности? Конечно, нет. На сопротивление уходят ресурсы воли. Я, как человек, у которого креативная профессия, должен придумывать едва ли не ежедневно. И прекрасно понимаю, что иногда сил на прокрастинацию и тревогу тратится в разы больше, чем если бы я сел и сделал эту самую работу. Это мускул. И его, как и другие наши мускулы тела и мускулы ментальности, мы можем тренировать. Просто последние тренируются куда сложнее, но и бенефитов в жизни от них гораздо больше. Минимализм оставляет в поле зрения лишь те мишени, которые в приоритете нашего фокуса, отсекая все отвлекающее. Далее как раз кратко про фокус и минимализм. Нам следует избегать визуального шума. Когда я разобрался и наладил свой информационный минимализм, это сохранило множество энергии и времени. Проведите ревизию. Какая сейчас главная валюта на планете Земля? Подумайте, даю паузу. Это внимание. Потому что количество часов в сутках не расширялось с доисторических времен, если я ничего не пропустил. А вот количество перетягивающих наше внимание факторов растет в геометрической прогрессии. Развлечения, социальные сети, гейминг, разноформатный контент, масс-медиа, досуг разного рода. Все это каждую секунду сражается за наше внимание. Сейчас это главная валюта человечества. Максимально примитивно. Контент зарабатывает на лайках. Лайки и просмотры — это валюта, это сигнал, что мы расплатились своим вниманием, своим временем. И гигантское количество умнейших людей разных специальностей изобретают невероятно хитрые ходы, дабы примагнитить наше внимание именно на их продукт. К слову, вы знали, что лента Инсты и ТикТока влияет на дофаминовые участки мозга точно так же, как и игровые автоматы в казино. Они даже визуально устроены одинаково, и это совсем не совпадение. Я не хочу сейчас показаться каким-то занудой, я сам обожаю все эти развлекухи. Главное, всегда быть самому капитаном у штурвала своего фокуса внимания. И не быть тем, кто сам обманывал Сарат и кого просто взяли на буксир. Потому цифровой минимализм — это подход, который отсеет в вашем информационном плодородном саду действительно важный контент от фастфудных сорняков. Засевайте разумно. Берегите свое время и энергию, которые вы оставите для самих себя, для ваших любимых людей рядом, и на те вещи, которые делают вас счастливыми. Итак, будем же жадными к стакану своей воли в каждом своем дне. И будьте минималистом в негативных эмоциях. Я понимаю, что это тотально сложно, когда на маршруте дня нам попадается откровенный мудак, от которого нам просто так не отвязаться. Это может быть простой прохожий на улице, это может быть бронированный, упертый коллега. В конце концов, это может быть наш партнер, который сегодня как-то по-особенному бесит. Но куда внимательнее с точки зрения эмоционального минимализма к негативу отнесемся к кому? Верно, вы уже знаете, к самому себе. Самый главный энергетический вампир среди нас — это наш внутренний голос. Еще момент про минимализм. Сейчас будет безмерно важно и тонко. Я не охвачу весь посыл, но дам вам намек. Мне очень нравится, что наши радиоэссе, они как аудиосериал. У нас уже появляется совместный бэкграунд повествования и только наших пасхалочек внутри всего подкаста. Так вот, все это время мы говорили о минимализме как о постоянном ограничении. И единственный момент, в котором я не рекомендую себе, вы можете прислушаться, это минимализм впечатлений, путешествия, общение, досуг, проживание новых жизненных опытов, в рамках разумного, конечно. Но и здесь надо быть начеку. Мозг, наш серый кардинал, будет требовать все новых и новых впечатлений, равно дофамина. Дофамин вырабатывается вместе с гормоном страха, адреналином. Именно поэтому многих людей так привлекают экстремальные виды спорта, и у них получается игнорировать потенциальную опасность. Один пример на пальцах. Почему я оттягиваю свой первый прыжок с парашютом, кроме того, что я жутко боюсь? В чек-листе жизни я обязательно ставлю ощутить и такой опыт. Но почему люди продолжают совершать десятки, а затем и сотни прыжков? Экстремальный выброс гормонов счастья. То есть потом
Нас не всегда так же будут радовать, как и радовали раньше, простые моменты нашей повседневности. Просто чашечка крепкого кофе на балкончике с солнечным осенним утром. И сразу оговорка, я на себе это не испытывал. Это теоретические знания, полученные на исследованиях людей, которые время от времени получают взрывной опыт вместе с выбросами дофамина и адреналина. Например, думаю, вы знаете, что есть такой термин, как депрессия путешественника или проще постотпускной синдром. Отдельный эпизод про дофамин, дофаминовое голодание и как все это влияет на нашу жизнь я обязательно запишу. Это знания, которые беспрецедентно повлияли и влияют на каждый мной принимаемый шаг в жизни, и все это в лучшую, здравомысленную сторону. Очень хочу поделиться с вами, надеюсь, будет полезно. И еще мой любимый подход ментальной тренировки и мой голос за минимализм в сочетании с одной идеей из буддизма, а точнее с буддистским взглядом на счастье. А еще точнее, что именно буддизм воспринимает как несчастье и при чем тут минимализм. Сейчас я скажу, максимально упрощенно, чтобы не уходить в философское учение Будды Сиддхартхи. Так вот, смысл в моей наглой интерпретации. Наши ожидания, наши проблемы. Распакую. Человек неизменно сталкивается с беспокойством, неудовлетворенностью, расстройствами, которые на языке буддийской философии можно назвать одним словом – страдания. Так вот, не получать то, чего хочется, есть страдание. Ну а мы с вами наипрекраснейшим образом, посмотрев вокруг, осознаем, в каком обществе потребления мы живем. Я, как человек в той или иной степени работающий с рекламой, прекрасно понимаю ее психологию. Все в нашем мире маркетинг, а его задача – убедить нас в том, что без товара мы неполноценные. И вот как раз только в нем и нуждаемся. Даже если мы прекрасно живем с айфоном на одно поколение раньше, чем то, которое только что презентовано Тимом Куком, у нас возникает желание обладать новой моделью. Даже если по функциям тот телефон, который сейчас у нас в кармане, вообще не приносит никакого дискомфорта, он работает прекрасно и с лихвой закрывает все наши потребности. It's the best iPhone that we have ever created. The most advanced iPhone ever. The most advanced iPhones ever. The most advanced iPhones we've ever created and the most advanced in the world. The best iPhones we've ever done. The most amazing iPhone ever. Причина всех страданий по буддизму заключается в постоянной жажде и влечениях. Чем больше мы хотим, а хотим мы бесконечно, тем больше мы страдаем. Стоит верно понимать разницу между отречением от желаний и отказом от нужд. Ведь даже Будда испытывал потребности – есть, спать. Потребности продиктованы необходимостью. Это то, без чего жизнь невозможна. Однако большинство из того, что мы желаем, необходимостью не является. В моем понимании минимализм в современном мире – это избегать крайностей и чрезмерных наслаждений, бездумного потребительства, которое для многих становится единственным утешением и латанием собственных внутренних дыр, так и, с другой стороны, чрезмерного аскетизма в нашей жизни. Минимализм заключается в некоторых философских важных инсайтах, которые помогают не сбиться с фокуса фундаментальной идеи. Жить — это создавать вещи, а не потреблять их. Несчастен не тот, кто имеет мало, а тот, кому для счастья надо много. Ценю ваше внимание и время, проведенное вместе. На этом все. Пора прощаться. «Четверть дыма» доступен на всех аудиоплатформах. Если вы уже решили быть не просто гостем в наших с вами встречах, но и полноправным участником бесед, смело подписывайтесь на «Четверть дыма» в любой удобной для вас аудиоплатформе, где вы слушаете подкасты. Безмерно рад каждому. Ставьте оценку подкасту. Это поможет другим людям узнать больше о наших тут с вами ламповых тусовках. Поделиться своим мнением и об эпизоде, и главное, о ваших мыслях и инсайтах по теме эпизода всегда можно в моем инстаграме. Отвечу каждому. И напоследок, по традиции, задачка нам в чек-лист на предстоящую неделю. Древнегреческие философы-киники учили жить подобно собаке. Не буду сильно вдаваться в детали, но основные посылы учения остаются такими. Не привязываться к местам, не зависеть от материальных ценностей,
укреплять тело и дух, не заискивать перед властью и авторитетами, подвергать сомнению социальные условности. С большего философия киников очень крута и мне максимально близка, за исключением радикального минимализма. В современном прекрасном и калейдоскопном мире это не совсем благоразумно. Но подчеркну, киники говорят о радикальном минимализме. Здоровый же и осознанный минимализм. One love. Жить как собака, постоянно учусь у своего обожаемого пса. Когда, пусть и не так часто, и мне бывает скучно и тоскливо, смотрю на его жизнерадостность и понимаю, если у нас есть свобода, активное жизнедеятельное тело и близкие люди в полном здравии, и при этом мы страдаем и скучаем, именно скучаем, а не грустим, то всегда напоминаю себе, что в этот момент я глупее осла, а стоит быть мудрым, как собака. Минимализм — это не про слово «мало», это про слово «достаточно». Это был подкаст «Четверть дыма». Место, в котором мы вышли на поиски смыслов. Путь продолжается.